По факту у нас должно быть вот так вот. Вот внутренняя планка. И вот воротник. Вот эти два, вот воротник, вот он. И вот эти два припуска внутренних, вот внутренний припуск обтачивания и срез, где настройка молния, они должны совместиться. Получается, я должна их просто уравнять и совместить, распределяя равномерно по всей длине, совмещаю все рассечки наши, а именно у нас идет середина рассечки, середина планки. Вот, если я сейчас вот здесь вот изнутри просто закреплю, и закрепится у нас, получается, планка, молния и внутренняя планка обтачивания. И с лица у нас получится вот так вот, таким образом. То есть получается, у нас там внутри остается молния. Но вот этот, важно знать, что вот этот вот край обтаченный верхнего воротника должен быть, ну, хотя бы на 1,2 от среза, которого мы должны втачать. Вот здесь, видите, у меня немножко получилось побольше. И уже видна молния. Значит, я должна немножечко планочку сместить. Так, чтобы вот этот вот был вот. Вот здесь вот я уже должна немножко планку выпустить. И вот здесь вот то же самое. Вот. Сейчас я вот это вот закреплю по 3 сторонам. Закреплю по 3 сторонам и обтачаю воротник из кашкарсы. Ну вот смотрите, что у нас получилось. Воротник я заготовила. Практически заготовила. После того, как мы закрепили внутреннюю обтачку, 2 обтачки между собой, я проложила отделочную и закрепляющую строчку по лицевой стороне. Таким образом она у нас закрепляется, все 3 слоя, и в том числе молния тоже закреплена. И вот у нас что получилось. Вот. Также по верхнему срезу воротника я соединила с внутренним воротником из кашкарсы. Воротник, кстати, из кашкарсы я еще выпустила на 1,5 сантиметра. В общей сложности у меня получилось от общей длины воротника верха, то есть футера, кашкарсы я выпустила где-то 6 сантиметров. Вот. И хочу пометить то, что я все-таки срез воротника усилила флизелином. По краям воротника я усилила тоненьким флизелином с обеих сторон.
И по шву, верхнему шву обтачивания тоже все-таки приклеила полосочку флизелина. Потому что обе ткани растягиваются, и боялась, что вдруг растянется вообще капитально. Поэтому я этот срез усилила полоской флизелина. Вот, сейчас я после соединения разутюжила. И вот этот вот, мне нужно сейчас застрочить. Застрочить, так сказать, зафиксировать два припуска между собой по внутреннему воротнику. Но сейчас я должна высечь вот этот вот внутренний припуск, сделать такой плавненький переход по отношению к верхнему воротнику. Я сейчас высеку. Вот я высекла, и сейчас мне нужно вот это вот застрочить. Оба припуска, получается, и верхний воротник, и внутренний воротник застрочим сразу два припуска на 0,2. Воротник я заготовила, застрочила по внутренней части воротника. С лицевой стороны отстрочки нету. Выметала с переокантовкой на изнаночную сторону, но у меня получился практически в раскол. Вот, сейчас нам нужно осноровить кашкарсе, воротник, внутренний воротник осноровить. И по боковым сторонам воротника, и по шву втачивания, по срезу втачивания. Вот я сейчас вот так вот сколола, выровняла, и я сейчас просто его осноровлю. Все излишки ненужные мы должны осноровить. Вот здесь вот у меня немножечко выпущен. Получился больше внутренний воротник. Его я тоже осноровлю, срежу и сделаю одинаковые оба воротника между собой. Перед втачиванием нам нужно проверить симметричность. Укладываем по верхнему обточному углу воротник, проверяем. Симметрично. Все симметрично, значит оставляем. И по всей длине воротника проверяем симметричность. Вот, осноровили. Дальше нам нужно втачать воротник. И перед тем, как втачать, важен смысл то, что вот у нас получился зазор. Там молния. И шов втачивания воротника у нас должен быть на 0,1, на 0,2 от обработанной рамки. Я сделаю так. Вот так вот сколю булавочками линию прикладывания вот этой рамки. И уже по сколотой рамочке я перенесу нашу линию втачивания. Вот я вижу вот эти вот булавочки, вот они. И это у нас будет линия втачивания. Строго по ним, получается, мы будем втачивать воротник. Здесь плохо видно. Вот. Вот. Строго по ним мы будем втачивать. Важно здесь знать, что мы не можем переехать, иначе после втачивания у нас вот эта вот рамка перейдет или лишняя, или наоборот останется тут зазор. Поэтому намечаем вот так. Сейчас я сделаю по всей длине воротника, перенесу и начнем втачивать.